Приветствую всех своих подписчиков. Продолжаю тут доделывать сварочный инвертор. Переделываю в индукционную печь, но по схеме полумоста. Хочу посмотреть, что из этого получится. Вот. Ну, сегодня, наверное, все доделаю. Ну, вот я сейчас так последовательно вам все покажу, что я тут сделал, переделал. Тестировать уже буду там под нагрузкой в следующем видео, а в этом просто хочу показать, что у меня тут получается в итоге. Ну вот, продолжаю делать полумост, как я говорил в прошлых видео. Нашлась у меня платка горела, я ее чуть-чуть решил восстановить. Но поскольку транзисторов особо нет лишних, а замерил, ну, 2 было живы. Ну, я поэтому решил сделать полумост. Заменил 2 транзистора на 2 конденсатора. Ну, они такие в сборочке у меня получились по 2,2 микрофарада. Значит, здесь 6,6, 6,6 микрофарада. Вот. Ну, в двух словах, вот что у меня получилось. Вот так вот были транзисторы. Вот между коллектором и эмиттером поставил конденсаторы. Все, ну вот так вот получается у меня сейчас. Этот трансформатор силовой. Ну и вот. Ну и получается, что при импульсе вот так проходит, потом вот так проходит. Ну, все по классике. Поэтому тут проблем нет. Ну и, соответственно, намотал трансформатор. Ну, это чисто пока тестовый у меня трансформатор, так как вот этих обмоток, они такие алюминиевые. Я их сматываю, перематываю потом на нормальные. А эти у меня остались, и я 2 такие обмотки со старых трансформаторов сюда запихнул. Короче. Значит, что у меня по виткам теперь получается? Ну, вот смотрите, первичку я тоже чуть-чуть уменьшил. Было 21 виток на первичке у мостового. Я смотал 4 витка, у меня получилось 17 витков. Провод, в принципе, вот, наверное, видно, да? Сейчас вот так, наверное, будет блестеть. И видно, что он внутри алюминиевый, снаружи немного он омедненный. Видите, вот я лак снял. В принципе, вот к этой части, если аккуратно снять лак, можно припаяться. Поэтому я его тоже оставил пока. Ну, будем считать, что это у меня такой тестовый, чтобы разные напряжения проверить, что и как будет работать. Ну и вмотал сюда чисто для экспериментов небольшую вот обмоточку. Пока я ее никак не буду подключать. Вот она. Тут 2 по 5 витков со средней точкой. Еще не знаю, как ее использовать, для чего вообще она. Ну, возможно, как-то резонансные конденсаторы попробую сюда подключать, посмотреть, как будет влиять это все на насыщение сердечника трансформатора. Ну, чисто вот пусть будет. Была возможность вмотать, я вмотать. Ну, короче, вот такой трансформатор намотал, чисто для экспериментов пока. Вот. Ну и получается, что у меня можно теперь... Вот раньше трансформатор был стандартный, он 21 и 2 по 4 витка. Вот так вот. Я вот эти обмотки вот снял как раз и намотал их последовательно. Вот. И у меня получилось теперь вот такой вариант на этом трансформаторе. 17 витков первичка. Вот эта вот обмоточка, которую я не знаю, как использовать еще пока такая. Ну, там и не очень толстый рецентрат. Ну, так, вмотал ее. Может сгодиться. Вот. Ну и получается, что вот 4 витка, 4 витка, 4 витка. Не дорисовал, что ли? Ну да, одну не дорисовал. Ну, короче... 4, 4, 4, 4, еще одна обмотка 3 витка. Не удалось больше запихнуть, вот конец остался. Вот. И можно будет теперь, если поставить вот сюда один контакт, да, а потом вот переключать, то получится, можно сделать 4 витка, 8, 12, 15. А если в другой конец, то можно 3, 7, 11 и 15 тоже. Ну вот так вот вывел, порезал чуть-чуть корпус весь. Вот этот
вентилятор я всегда выношу за пределы. Ну, во-первых, лучше обдувается. Во-вторых, тут место чуть-чуть освобождается. Можно будет плату, ну, двинуть чуть назад, чтобы здесь было место для трансформатора нормальное. Разъемы тоже от старых сварочников пока поставил. Амперметр врезал сюда и регулятор частоты. Вот. Пока со скважностью я не решил. Который у меня мостовой, вот я себе сделал. Там я регулятор токовый на максимум выставил и убрал вообще переменные резисторы, оставил, запаял постоянный просто и все. Там, ну а здесь не знаю, если для экспериментов, может быть, оставлю токовый, чтобы можно было как-то там еще посмотреть, как работает скважинность, еще не решил. Ну вот, а здесь такие шинки вывел на каждый разъем, сейчас их подогну, подрежу, чтобы можно было как-то вот сюда запихнуть вот этот трансформатор и вот эти все выводы, вот эти все, да, вот к ним подключить. Ну, я думаю, что получится сюда это все запихнуть. И еще теперь вот по плате чуть-чуть сейчас скажу, что я здесь по плате сделал. Значит, по плате я убрал вот эти диоды, которые на сварку выпрямительные, силовые, радиатор, все. Сюда я поставлю дополнительные конденсаторы по питанию. Потому что вот этих конденсаторов мало, это всего 900 микрофарад, это ну на киловатт мощности все. Тут еще я поставил 3 штуки по 470 микрофарад, правда на 350 вольт, но других не нашел, какие были, тоже выковырнул из старых каких-то своих поделок. Ну я думаю справится, тут больше 310 не будет. Ну, с учетом погрешности, ну, должны работать, короче. Нету других. Ну, тем более, что это я делаю чисто тестовый такой для проверки. Я посмотрю, как будет работать. Вот они как раз сюда хорошо встают. Вот так вот будет. И вот толстыми проводами я их сюда подключу параллельно вот этим конденсатором. Соответственно, у меня получится здесь больше 2000 микрофарад. Это уже нормально для нормальной работы. Ну, пока вот такая конструкция. Продолжаю. Сейчас все это я трансформатор постараюсь прикрутить и покажу, что у меня получается. Вот. Ну, думаю, сейчас впихну. Кстати, вот такой вариант крепления вот этих разъемов очень удачно. Вот в этих маленьких корпусах я уже не первый раз делаю. Здесь, ну, разрезается просто панель, разводится, и между двумя, тут вот видно, да, кончики загибаются, и между двумя текстолитовыми такими площадками, самими разъемами все это сжимается. Получается, это чуть подальше выносится от самого железного корпуса, так как наводки от них все равно на железо идет и начинает слегка греться железо. Так как-то получше. Сейчас вот покажу на том, который у меня тоже разобранный стоит здесь. Ну вот этот, который я в прошлом видео показывал, то, что я собрал мостовой. Здесь аналогично, вот так же вынесено, только вот всего на 2 разъема. А так все то же самое. Ну, посмотрю, как это все будет работать. Конечно бы оптимально вот эти все, весь крепеж, ну вот эти большие гайки, допустим, да, вот эти болты заменить на, ну в крайнем случае, на латунь. Медь, латунь. Тогда было бы все замечательно. Потому что вот эти гайки, они железные, и вокруг вот этих выводов, они слегка будут тоже нагреваться. Ну, ничего не поделаешь. Но нет у меня под рукой таких латунных гаек. Это надо специально, наверное, отливать и нарезать резьбу. Ну, для тестового пойдет, а потом я, может быть, как раз латунью тут буду заниматься, отолью себе такие
типа гаечки и нарежу резьбу, когда уже, ну, буду делать что-нибудь такое уж совсем окончательное. Пока все это у меня в таком, в тестовых вариантах. Ну, рабочие тестовые варианты, поэтому тут я в прошлом видео показывал, что вполне нормально, если нормально подобрать напряжение выходное, то можно согласовать индуктор и все нормально работает. Остается решить проблему только с нагревом железа. Вот потому что есть точка перехода, вот Кюри, когда магнитные свойства теряются, и железо из магнитного становится немагнитным. Вот. И там вот этот нюанс, который надо как-то вот автоматизировать, вот этот переход и сделать переключение напряжения на более низкое напряжение раскачки. Ну, пока ничего не придумал, пока вручную вот приходится перетыкать. Да, вот еще забыл сказать. Вот трансформатор, вот такой сердечник, 56, 28, 28. Размер М2000. Стоят в микрах 205. Сейчас у меня где-то он был даже... вот. Смотанный, сейчас покажу. Вот. Вот такой. Ну вот это, конечно, вот эту обмотку 21 виток надо перематывать. Все-таки это алюминий, хоть и обмедненный, в принципе, ну, для сварки это нормально. А для каких-то таких серьезных и мощных работ, ну, не очень хорошо, что и обмотка греется. Вот это лишние потери получаются. Так как вот сварочник, допустим, при сварке даже толстым электродом, ну, он максимум там 1,5 киловатта, киловатт 800 потребляет, это вот максимум. А при плавке и вот при индукционном нагреве, когда я тут доработаю, у меня до 3,5-4 киловатт получается. Можно эту мощность поднять. Но, конечно, нужно вот конденсаторы по питанию обязательно добавлять. Ну и с трансформатором тоже решать. Либо уходить в более высокие частоты, но надо смотреть, как потянут транзисторы. Либо чуть-чуть увеличивать феррит. Ну вот в этом варианте в полумосте, чтобы насыщение он не уходил, ну поскольку тут напряжение будет через первичку 150 вольт, а не 300. Поэтому меньше шансов, что он будет уходить в насыщение. Ну, посмотрим, проверим, посмотрим, как это все будет работать. Может, и для индукционного нагрева как раз полумост будет более оптимально, чем мост. Я не знаю пока. Процесс идет. Удалось с трудом, правда, но запихнул все в этот маленький корпус. Вот так вот получается. Вот, трансформатор тоже с трудом здесь впихнулся. Такие шины поставил, медные, на каждый выход. Вот. Ну и вроде как с этой частью все. Сейчас осталось мне что сделать? Но допаяю сюда, вот как раз здесь выкинул все диоды, отсюда все убрал. Силовые, которые на сварку были, они не нужны. Сюда как раз вот у меня 1200 микрофарад войдет. Тут они по 470 микрофарад. Конденсаторы 3 штучки добавятся в параллель вот к этим. Ну и что еще осталось тут сделать мне? Ну осталось вот сюда вместо переменного ограничения потока вот этого резистора впаяю постоянное, на максимум сразу выставлю, и все, не буду трогать его. И регулятор частоты сделать. Вот сам резистор я сюда закрепил. Все вроде закрепилось, вместилось. Ну и все. В принципе, сейчас это сделаю, покажу, как все в итоге. Ну и тестово включу, посмотрю, без нагрузки пока что получается у меня с этим полумостом в итоге. Ну а тестировать на нагрузку, наверное, уже буду в следующем видео, потому что, чтобы не затягивать. Вот пока так. В принципе, все уместилось. Единственное, что, конечно,
А вот эти крайние, вот с этой стороны и вот этот с этой стороны, они в принципе почти вплотную с крышкой будут. Бывает, что при нагрузке вот от этих мест начинает железо греться в местах. Возможно, придется в крышке чуть-чуть вырезать вот это место. Ну, сейчас покажу. Ну вот крышка, да. Ну и вот это место чуть-чуть вырезать и сюда текстолитовые вставлять, просто площадки вместо этой и вот с этой стороны. Ну и все. Я так уже делал в большом инверторе, потому что там сильно нагревалось. Но тут посмотрю, если будет нагреваться, то значит я это сделаю. Если нагреваться не будет, ну либо несущественно будет нагреваться, то тогда я это делать не буду. Но это больше тестовый вариант, потому что все обмотки, вот здесь они я оставил алюминиевые, ну, со старых трансформаторов, то, что были смотаны у меня валялись, я вот их решил использовать, как раз домотал сюда все, что у меня тут было. Просто хочется посмотреть, как будет работать полумост. Возможно, ну, так будет конструктивнее делать на полумосте. Получается, если вот он потянет то же самое, что и мост, то получается, что два транзистора убираем при запас, ну и впаиваем сюда конденсаторы. Поэтому с точки зрения экономии, с точки зрения ремонтоспособности, потом будет проще. Всегда будешь знать, что вот эти два транзистора поменять и все. Ну пока так. Сейчас запаяю, ну и наверное уже все. Покажу уже окончательно, что у меня тут получилось. Вот от этого переменного, то что стоял по регулировке потока, ну в сварочном инверторе, я отрезал сам разъемчик, соединил его вот так, вот, и вот здесь между синим и вот этими скрученными проводами я впаяю резистор. Ну, обычный постоянно 1 килоом. Но это будет аналогично, как будто вот токовый выкручен на максимум ограничение тока. Вот он как раз 1 килоомный резистор стоит. Потом, вот. Для индукционного нагрева лучше, чтобы на максимуме тока стояло все время. Но я уже показывал в прошлых видео, почему я так считаю. Ну, продолжу, сейчас запаяю, ну и вставлю его вот в этот разъемчик, где он и стоял. Вот. Ну и останется только сделать еще регулировку частоты, тоже еще раз покажу. Тоже все подготовил. Запаял резистор постоянный, термоусадочку тоже, все это дело засунул. Ну все, вставляю на место я его в этот разъемчик, и трогать я его больше не буду. Вот он здесь вот и будет стоять у меня. Вот так припаял. Но я это неоднократно уже показывал, как я делаю регулировку частоты на своей печке. Все можно посмотреть у меня на канале. Ну вот ссылочка, вот в этом плейлисте я туда все выкладываю, то, что я делал, какие-то пробы, что-то еще. Все там можно посмотреть, кому интересно, заходите, смотрите. Так, с частотой тоже все. Ну вот, припаял, стяжечками притянул этот проводок, чтобы случайно не оторвать его. Ну и вот припаял вот сюда. Параллельно резистору, который на 9-ю ногу идет. Вот так. Ну это я уже 1000 раз показывал там в своих видео, что и как я вот тут делаю. Так что все можно посмотреть у меня на канале. Ну продолжаю. Что тут у меня еще осталось? У меня осталось... амперметр подключить. Но он по питанию 220 вольт. Тут все обычно. Вот этот провод, который шел на питание. Я сейчас один вот его тут разрежу. И последовательно включу амперметр. Как бы этот уже пойдет сюда. Ну и силовой к выключателю подключается. Ну и еще
припаять осталось мне дополнительные конденсаторы. Вот концы я вывел уже. Вот этот плюс у меня помечен, вот это минус. Впаяю сюда. Ну и все вроде. Вроде ничего не забыл. Ну, продолжаю. Ну, вроде все, ничего не забыл. Еще раз показываю. Вот кондеры подпаял. 3 штуки по 470 микрофарад. Еще параллельно вот этим, которые тут стоят. Тут 900 всего получается. Там 6 штук по 150 микрофарад. Это очень мало. Что я тут? Ну все, амперметр подключил. Он в разрыв по питанию. Вот 220 вольт идет. А то у меня спрашивает народ, куда подключать амперметр. Ну вот он замеряет питание. Питание 220 вольт. Через него идет. Он ток замеряет. Соответственно, почему я по нему ориентируюсь, еще раз скажу, что чем ближе к резонансу, тем больше потребления. Поэтому вот, ну и соответственно мощность нагрева. Поэтому я и ставлю его здесь в разрыв и по нему ориентируюсь вот по, ну, к резонансу, когда подхожу, отхожу. Вот для этих целей я его ставлю. Ну и все, вот эти конденсаторы, которые вместо транзисторов двух стоят тут по 2,2, ну 6,6 получилось. Тут 3 штуки у них по 2,2 микрофарада на 630 вольт. Я думаю, вполне хватит. Через транс, через первичку, потому что пойдет 150 вольт всего. Поэтому тут, ну посмотрим. Ну вроде все, ничего не забыл. Сейчас на свой страх и риск буду включать. Главное, чтобы вот этот транс нигде там не коротнул, потому что обмотки очень дерьмовые, алюминиевые, ну такие плохо изолированные. Я с ними ничего не делал, взял от старые, которые у меня валялись смотанные, я их опять туда намотал. Только 2 штуки. Ну вроде как все объяснил, показал. Сейчас буду включать. Но момент истины наступает. Надеюсь, ничего тут не накосячил. Так, через лампочку подключать, но не буду. Тем более, это у меня такой тестовый. Я особо так не беспокоюсь за него. Ну, надеюсь, все я сделал правильно. Щуп подключил, чтобы посмотреть, будет там чего. Вот на эти 2 разъема. Ну, все. Вот. Включаю. Ну все, загудел. Заработал. Частота меняется. Вентилятор работает. Ну смотрим. Посмотрим, как частота меняется. Так, это максимальная, это минимальная. Ну, вот сначала она быстро меняется, а потом все плавнее. И резонанс я где-то вот на эти частоты где-то под 45 кГц и настраиваю, когда уже более точно можно подстроить. Вот. Ну, в принципе, все нормально. Щуп сидит на обмотке, поэтому задний фронт такой вот. Ну, на трансформаторе он сидит, не на ключах. Поэтому он слегка заваленный. Ну, и это полумост. Ну, все тут вроде как нормально. Сейчас посмотрим. У меня выставлю его на 0 ровненько. Так. Так. Ну и попробую, посмотрю, что у меня по напряжениям здесь сейчас получается. Так, примерно прикину. Клетка одна у меня будет 50 вольт. Одна клетка. Сейчас прикину, что у меня по напряжениям будет выходить. Так, это я включил на 4 витка, на самую вот обмотку, самую маленькую, 4 витка. Но тут поменьше 50 вольт, если там поделить, где-то вольт, наверное, 45-50 так на ней. Вот, сейчас переключу на другую. Развернул пошире, чтобы было видно,
Здесь получается 1,5 клетки, значит второй выход у меня где-то там в районе 70-75 вольт получается. Так, с третьей обмотки с 12 получается раз, два, ровно 2 клетки. Это 100 вольт. 100 вольт это у нас. Вот, и последнюю сейчас переключу, посмотрю, что на самой большой обмотке. Так, и на самой большой еще половинку клеточки добавилось, получается 125 где-то, 125 вольт. Ну, нормальный такой, для моих экспериментов как раз нормально. Получается 50, 70, 100 и 125 где-то. Вот так напряжение у меня получились эти обмотки. Ну, в принципе, я думаю, ничего. Должен полумост потянуть это все. Все, выключаю. О, как долго вентилятор работает. Добавил этих конденсаторов. Вентилятор вон еще даже до сих пор крутится. Ну все, сборку я закончил. Вот. Единственное, что не знаю, хватит ли вот этих конденсаторов, которые вместо транзисторов стоят, по 6,2. У меня по 6,2 получилось 2 конденсатора, вот сборочки. Ну, тут место есть, еще можно по одному 2,2 сюда допаять, будет 8,8. Вообще где-то так должно, где-то микрофарад 8, где-то на 3,5-4 киловатт на мощность. Вот здесь где-нибудь киловатта на 3, наверное. Но мне, в принципе, если полумост будет, выдаст мне 3 киловатта, я буду очень доволен, конечно. Ну, а так посмотрим. Ну, сейчас быстренько еще проверю. Так вот его хорошо тестировать на разных нагрузках. И я в следующем видео покажу. Сейчас просто подключил вот катушечка. У меня намотана. Она сделана у меня, ну, под отопление. Вот, вставлен туда тигель. Ну, чисто, чтобы нагрузка была. И конденсатор. Это не внешний блок, а напрямую с вывода. Ну, самой маленькой обмотки с 50 вольтами. Просто посмотреть, будет ли мощность даст, потому что я диоды вообще отсюда убрал все. Ничего не оставил. Вот. А чтобы он срабатывал, вот здесь у него Аптрон стоит. Вот он как бы. По идее он замеряет постоянное напряжение, которое на сварке. Ну, я его просто вот с той стороны, где транзистор вот стоит. Ну, здесь как бы у него светодиод с одной стороны, а с другой транзистор. Я его закоротил на землю. Ну, там сразу за ним там есть такое место. Там перемычечку можно поставить. Но там ее не было, и я просто запаял. Ну, и посмотрю. По идее, когда там разомкнуто, то она не дает мощность поднять там больше 1 ампера, и все. Там скважинность сразу срывается на минимум. А сейчас я это делаю и протестирую. Ну, сейчас посмотрим. Включаю. Так, тут на максимум, тут все стоит. Вот так на осциллографе. Это на той же обмотке стоят щупы, куда и подключен. И подвожу к резонансу, увеличиваю, уменьшаю частоту. Смотрим сюда. Ну, где-то получается 1 ампер с 50 вольт может всего выжать это дело. Но работает нагрузка, нормально все. С нагрузкой срабатывает, так что можно смело убирать вот все диоды и перемыкать там Аптрон со стороны транзистора, и все. И все будет запускаться. Это хорошо. Конечно, на 1 ампере это все греться не будет. Ну, так она еле-еле тепленькая. Сейчас переключу на 8 витков. И на сегодня на этом дело закончу, потому что, ну, чтобы ничего не пожечь, а то дело к ночи будет у меня бессонница.
если что-нибудь пожгу, и надо будет думать, как это отремонтировать. Так что аккуратненько. А завтра с утра поснимаю под нагрузками и сделаю еще одно видео, я вам все покажу. Так, переключил на обмоточку вот 8 витков. Щуп тоже перекинул на эту же обмотку. На высокой частоте. Ну, включаю все. Такая осциллограммка там. Сейчас подвожу к резонансу. 5 ампер. 6. Ну что, ребят, 6 ампер дает нормально. В принципе, вот. Вон, смотрите, дымок пошел, даже там чуть-чуть воды было налито. Испаряется. Так что греет. И вон там 5 ампер. Так что на киловатте уже работает. Все нормально. Это радует. Вот. Ну да, это на максимальном резонансе. 5 ампер. Там вот осциллограммка вот такая. Вот на этой обмотке. На которой я и подключил. Там сидят щуки. Там, ну, на донышке вода была в тигле, как бы я остужал его, и там она кипит. Ну, нормально. Выключил. Ну, вон она продолжает кипеть. Почему я в своей батарее? Вот у меня в моей батарее, которую я показывал в прошлом видео, да, вот такая же труба вварена. И видите, там вот долго она кипит и испаряется, остывает долго. И все парит. Поэтому, может быть, и батарея будет нормально работать. Сейчас обещаю, в следующую неделю там минус на улице. Так я как раз ее и протестирую. Так что я думаю, что на 12 витках будет побольше. Так, 5 ампер. Ну, это грубо, да, чуть больше киловатта. Транзисторы, ну, соответственно, холодные. Конденсаторы те тоже. Ну, все холодное. Так что, ну, видите, работает и полумост. Ну что, друзья, на сегодня все. Вроде все получилось нормально. В следующем видео я потестирую на тиглях, посмотрю и сравню с мостовым, как вот я вам показывал, как мостовой греет, и заодно вот тоже на этих разных напряжениях разные материалы попробую прогревать на полумосте. Посмотрю, какие максимальные токи он может дать. Сегодня рисковать не стал, но вот там до 5 ампер нормально поднял, все работает, все холодное. Вот, поэтому тут дело уже к ночи идет, я тут запозднился, вечерами ваяю между делом это все дело. Ну и все. Короче, на сегодня все. Всем пока, удачи, не болейте, ну и как всегда будьте по жизни позитивны. Пока.